Вера вошла в купе, поставила вещи, села на нижнюю полку. «Как хорошо, что никого нет», — подумала она, — «вот бы так ехать до самого конца». Женщина любила ездить в поезде, есть время спокойно обо всем подумать, все взвесить и принять правильное решение. За окном мелькал один и тот же пейзаж, плотная стена из елей вдоль всей железной дороги. И так уже несколько десятков километров. За стенкой в соседнем купе было очень оживленно. Там было шумно и весело, звучала гитара, слышался громкий разговор и заразительный смех. «Наверное, студенты куда-то едут», — подумала Вера и снова уткнулась в книжку. Но читать никак не получалось, она все думала о матери. 5 лет уже Вера не была у нее. И вот мамина подруга тетя Тося прислала письмо. Пишет, что мама тяжело заболела, хотя та запретила сообщать дочери о своем здоровье. Ох уж эти мамы, они всегда боятся быть обузой для своих детей. Еще тетя Тося пишет, что за мамой нужен уход, а еще лучше, конечно, если Вера заберет ее к себе в городскую квартиру. На словах, конечно, все просто и легко, а в жизни у Веры небольшая однушка и гражданский муж Эдик. Он, когда узнал, что Вера поехала за мамой, собрал вещички и ушел. Еще кричал, что не готов жить в одной комнате с больной старухой и что она, Вера, останется одна, никому не нужная, без него и без детей, о которых они так давно мечтали. Правда, на самом деле о детях мечтала Вера, а Эдик все как-то уклонялся от этих разговоров и уходил в себя. Вера уже давно поняла, что живет он с ней, потому что так ему удобно, как рыба прилипала, и никакая семья и дети ему не нужны. Вскоре, сама того не заметив, Вера задремала. Проснулась она от того, что поезд внезапно тронулся с места. Часы показывали 10 вечера. Она застелила постель и собралась была переодеться, как в дверь купе осторожно постучали. Вера открыла и увидела мужчину лет 40. «Не помешаю?» — спросил мужчина, осторожно входя в купе. Он улыбнулся так приветливо, что все мрачные мысли Веры сразу же куда-то улетучились, уступив место любопытству. «Нет, не помешайте, заходите, пожалуйста». Вера отодвинулась к окну, освободив проход, и принялась внимательно изучать попутчика. Она обрадовалась прерванному одиночеству и своим грустным воспоминаниям. Мужчина между тем снял куртку и сел на свое место прямо напротив Веры. Вещей у него было немного. «Поужинаете со мной?» — спросил он у нее, раскладывая на столике какую-то снеть. «Нет, спасибо. Я недавно поела», — соврала Вера, стараясь не смотреть на еду. В животе предательски заурчало. «Вижу, что говорите неправду, но это ваше дело, конечно. Глаза у вас очень грустные. Проблемы». Глядя пристально в глаза Вере, спросил попутчик. «А почему вы спрашиваете?» Она слегка напряглась. «Потому и спрашиваю, что вижу, как вы мучаетесь. Держите все в себе, а надо просто выговориться». Неожиданно Вера почувствовала себя маленькой девочкой, и ей так захотелось поделиться всем, что наболело, облегчить душу. И тогда, поддавшись этому чувству, отбросив все сомнения, Вера заговорила. Она долго рассказывала незнакомому человеку историю своей жизни. Попутчик слушал внимательно, не перебивая. «Я тоже еду к матери», — заговорил он. «Один я у нее на всем белом свете. И я тоже когда-то беспечно относился к жизни, прожигал ее, растрачивал налево и направо. Бывал у нее редко, раз в 3, а то и в 5 лет. А ведь она, бедняжка, вырастила меня одна. Отец рано ушел из жизни, погиб трагически, я его практически не помню. Почернела тогда мама совсем, 2 года ни с кем не разговаривала. Родители ее уже думали, что их дочь совсем умом тронулась, но потом правда отошла помаленьку.
только объявила всем, что замуж больше никогда не выйдет, потому как будет всю жизнь любить своего ненаглядного мужа. Так оно и вышло. Молодые люди потом еще сватались к ней, но она всем отказывала. Жили мы с ней в старом бревенчатом доме, который стоял слегка на отшибе села, прямо возле леса. Я вырос, уехал учиться в город, потом судьба забросила меня далеко-далеко. А она, бедняжка, осталась совсем одна, только выглядывала в окошко и выходила на дорогу, все меня ждала. А я в городе куролесил, пьянки компании, женщины. Забывал порой хоть пару строчек черкнуть и открытку на день рождения отправить. А она все письма писала, да такие добрые, такие теплые, как она меня любит и ждет. И вот как-то через лет 5 после последней с ней нашей встречи решил я поехать в родную деревню. Вышел из автобуса, иду по дороге. Благодать вокруг. Речка, лес кругом, воздух аж звенит, и жаворонки заливаются. И такая тоска меня взяла. Я почти бегом побежал к маминому дому. Подбегаю к калитке и вижу на крыльце огромная зверюга сидит. Не то собака, не то волк. Смотрит на меня недобрым взглядом и скалится. Клыки огромные обнажил, но с места не двигается. Я так и застыл в оцепенении. Хорошо окошко открыто было. Я негромко крикнул. «Мама!» Выпорхнула моя ненаглядная, как птичка, на крыльцо, на шее повисла, целует, обнимает. А я, как мальчик маленький, заплакал. Как же хорошо рядом с мамой. Но у меня, конечно, после всех приветствий вопрос, откуда у тебя, мама, зверь такой? А она отвечает, мне его во двор подкинули еще щенком. Это я уж потом узнала, что охотники из леса возвращались и у соседа Лукича переночевать остановились, обсушиться да чайку горячего выпить, согреться, возле печки теплой посидеть. С собой у охотников было 3 щенка, вернее волчонка. Утром мужчины потихоньку ушли, забрали 2 волчат, а самого слабого оставили у меня на крыльце. Я утром вышла во двор и удивилась, чей же это щенок ко мне прибился. Первым делом к соседу, а тот признался, что да, мол, это дружки его. Скорее всего, подкинули больное животное, возиться с ним не захотели. Давай заберу, да утоплю. Делов-то, предложил Лукич и уже руки к малышу протянул. А я молча прижала к себе скулящий серый комочек и понесла в дом кормить да отогревать. Так и остался заморыш у меня в доме. Волчонок между тем рос и набирался веса и сил. В деревню ему ходить запрещено, а вот в лес, пожалуйста, сколько угодно. Он так и делал, когда подрос, частенько сбегал в тайгу, а бывало и по несколько дней там пропадал, но всегда возвращался. Иногда даже с добычей частенько балует хозяйку мяском. И вот год назад из колонии сбежала пара заключенных и, пробираясь через тайгу, вышли к нашей деревне прямо к моему домику на отшибе. Видно, смекнули, что бабка живет одна, одинешенька, и вломились в дом поживиться чем-нибудь на халяву. Да только не вышло у них ничего. Волк сразу почуял в непрошенных гостях недобрые намерения. А когда один из бандитов стал требовать еду и теплые вещи, он громко зарычал и оскалился. Шерсть на его загривке стала дыбом, глаза горели, а из пасти видны были огромные клыки. Он уже к тому времени вырос в настоящего взрослого волка и потихоньку стал надвигаться на бандитов всей своей серой массой. Зэки сразу поняли, что перед ними не собака, а самый настоящий серый хищник. Один из них тут же достал нож. Волк выжидал удобного момента для броска. Зэки начали спиной отступать к двери, держа перед собой нож. Хищник в одно мгновение бросился на бандита и прокусил ему руку, зажав ее в пасти мертвой хваткой. Мужик повалился на пол,
и весь дом наполнился истошным криком раненого подонка. Бандиты решили спасаться бегством. Один успел убежать, а второго волк крепко удерживал за рукой, с которой фонтаном брызгала кровь. Я бегом бросилась в деревню поднимать людей и мужиков с ружьями. Бандитов быстро скрутили. Одного прямо в доме, а другого, который успел убежать, на следующий день поймали в лесу. Я был поражен рассказом матери. Волк стал ей ближе и роднее, чем собственный сын. С тех самых пор езжу к ней 2 раза в год обязательно. Хотел ее к себе забрать, но она отказывается. Не хочет бросать друга своего одного. Да и здоровье ей пока позволяет жить одной. Так что вы, Вера, даже не раздумывайте. Забирайте маму к себе поближе. Мужчин в вашей жизни может быть еще много, а мама одна на все времена. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много всего интересного. Всего доброго!